Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы находимся возле одного из символов города Бухарест. Это Атениум. В этом выпуске мы расскажем много полезной информации при посещении Бухареста. Пройдемся по разным интересным местам. Аэропорт Бухареста находится в 18 километрах от города. И есть три способа добраться до города. Первый способ на автобусе стоит евро 40. Второй способ на поезде стоит плюс-минус 1,5 евро. И третий способ чуть подороже на такси. Такси здесь не особо дорогое. Есть такие платформы, как Uber и Bolt. Так что выбирайте сами, каким способом доберетесь до города. Первый день мы ездили на одноразовых билетах, которые стоят евро 40. На следующие дни мы уже купили билет на 72 часа, который стоил всего лишь 4 евро, так что очень выгодно. Этот билет включает в себе возможность кататься на всех наземных транспортах, так что метро, к сожалению, это не включает, но на метро вы можете купить отдельный билет. Вход в здание Атениума находится на углу этого же здания. Но суть в том, что зайти и купить билеты можно только за наличные деньги. Если вы заранее не обменяли деньги, вам придется искать банкомат. Сейчас мы туда и отправимся, чтобы снять 15 лей на человека. И если вы оказались без наличных денег около Атениума, то вы проходите здание Циклопа, и тут на перекрестке со зданием Кока-Колы есть два банкомата. Один из них зеленый, а другой из них напротив. Вот в том здании с вывеской с рекламой Кока-Колы. Достали наличные, сейчас пойдем в Атениум. Такое красивейшее здание румынской филармонии. Здесь проходят концерты. Интересный факт про Атениум. Была проведена в свое время общенациональная лотерея. Было выпущено 500 000 билетов по 1 лею. И жители скупили все эти билеты. Таким образом, была собрана необходимая сумма на строительство Атениума. Поднявшись на самый верх, можно увидеть концертный зал и также посидеть в ложе. Румынский Атениум вмещает около 800 зрителей и известен своей выдающейся акустикой. Внутри круговая фреска длиной 75 метров, рассказывающая историю Румынии от древности до объединения страны. Его изображение даже есть на банкноте в 5 лей. Здание Атениума имеет круглую форму по той причине, потому что изначально фундамент под зданием был спроектирован под цирк. Но, слава богу, цирк здесь не построили, и построили филармонию. Тут у нас гардеробчик. Как вы думаете, что это? Да, это просто книжный магазин, но это и самое инстаграмное место Бухареста. Один из самых красивых книжных магазинов Европы, расположенный в самом сердце старого Бухареста. Когда-то здесь был банк, потом универмаг, а позже здание десятилетиями просто пустовало. Лишь в 2015 году оно обрело новую жизнь, как культурное пространство. Если подняться на самый верх книжного магазина, можно попасть в небольшое кафе, с которого открывается отличный вид на весь книжный магазин. Пришли мы в самый популярный ресторан Бухареста, у которого 64 тысячи оценки в Google картах. Заказали мы шницель с мамалыгой и голубцы по-нашему тоже с мамалыгой. И мы заказали еще пюрешечку с соусом.
Мамалы говорили про кукурузную кашу, я пробовал первый раз, и мне, в принципе, очень понравилось. Божественно. Голубцы очень вкусненькие, немножко с своей остринкой. В этот ресторан приходят не сколько за едой, сколько за шоу. Народные танцы, музыка, громкие аплодисменты и щедрая порция румынского колорита. Этот крошечный монастырь в самом сердце Бухареста. Его построили еще в 1724 году, и с тех пор он почти не изменился. Одним из красивейших монастырей Бухареста является Ставрополиус. Он находится в старом городе, и здесь проходят службы. Но службы, к сожалению, снимать нельзя, и всем запрещают фотографировать и снимать видео. Это мы узнали на своем опыте, когда хотели снять внутри церкви. Тут очень красивый дворик, по которому можно прогуляться. Выставлены различные надгробия старые. Не, это балканская традиция, стоят свечки на улице, очень интересная. Фонтаны на площади Унири крупнейшие в Европе. Построены в 1980-х при Чаушеску. В 2018 году полностью обновлены за 9 миллионов евро. Днем они красивые, но ночью они совсем бесподобны. Ну и, можно сказать, напротив фонтанов красуется громадное здание парламента. Сейчас мы находимся возле румынского парламента. Это самое тяжелое здание в мире. И второе по величине после Пентагона. Чтобы попасть в это здание, нужно либо покупать дорогую экскурсию, либо можно попробовать самостоятельно. Телефончики оставим в описании. Звонить с утра пораньше, чтобы записаться на экскурсию. Экскурсии проводятся на румынском и английском языке. Но мы туда не попали, потому что позвонили в час дня, и все места были заняты уже на 3 дня вперед. Работает парламент с понедельника по пятницу, по выходным он не работает. Так что можете записать, телефончик запомнить и звонить туда, чтобы попасть на экскурсию. Тут какой-то протестующий у нас с флагом Румынии, американским флагом. Традиция канала, мы заехали на рынок города Бухарест. Называется он Обор. Здесь много разных отделений. Посмотрим, что тут продается, какие цены, какой ассортимент. От вампиров чесночок. Обор – это не просто рынок, а живая часть Бухареста. Есть многоэтажная часть рынка с разными отделами и другие павильоны. Он существует здесь уже больше 300 лет и остается одним из крупнейших рынков Румынии. Сейчас тут можно купить и цветы, и разную мелочь домой. Цены в среднем где-то 4-3 евро за еду.
Посмотрим, что тут можно поесть. Такие лещи здоровенные. На месте можно сказать, что почистили рыбу. А вот и толстолобик. Можно купить обрезки. Ого, какая камбала. Карпы тут у нас лежат полуживые. Лаки здоровые. Здесь, на рынке Обор, находится очень популярное место, в которое выстраиваются громадные очереди. Если вы хотите попробовать самый популярный фастфуд этого рынка, мясные сосиски Мичи с булочкой, вам придется отстоять в громадной очереди. Но мы нашли решение, как потратить меньше времени, чтобы попробовать то же самое блюдо. Оказывается, у террасы Обор есть вторая точка, чуть дальше от главного павильона рынка. Hi, 3 Michi and 1 Chifa. Дались на маркетинг, решили выстроить в этой очереди. Примерно стояли 30 минут, и мы купили наши сосисочки. Это Мичи. Ничего, очень вкусненько. Секрет удобного держания этой Мичи нужно втыкнуть 2 зубочисточки, чтобы они не прокручивались. И также можно купить отдельно хлебушек, кто хочет. Что можем подытожить? На самом деле это того стоило. Сосиски реально очень вкусные, стоили они очень дешево. 1 евро штука, хлеб стоил 20 центов за маленькую булочку. Здесь же можно купить пиво, стоит евро 40, и столько же стоит маленький бокальчик вина. Продается только либо красное, либо белое. Контингент тут тоже прикольный. Здесь люди, как мы смотрим, приходят на обед, либо просто какие-то туристы сюда заходят. В общем, чтобы сэкономить время и не стоять на главном рынке, в таком же самом месте, можете прийти сюда чуть вперед, пройдя по улице. Но очередь все равно здесь присутствует, и вам придется постоять 20-30 минут. На берегу озера Харастрео в Бухаресте находится этнографический музей Димитрио Густи. В свое время со всех уголков Румынии собрали деревянные дома, разобрали их и на поезде привезли в столицу, в Бухарест. Здесь 150 мастеров собирали их по частичкам, чтобы показать различные уголки Румынии. Этот музей занимает площадь 100 тысяч квадратных метров. И в прекрасную погоду здесь отлично можно провести время, погулять, насладиться мороженым и просто красивыми домиками. Он стал одним из первых этнографических музеев под открытым небом в Европе. Красивая праздничная бричка. Телега простая для сена. И если вы проголодаетесь, то можно зайти в кафе, взять еды, воды и мороженое, если не взяли с собой. А вот и наш фаворит номер 1 среди всех домиков, который нам больше всего понравился. Давайте заглянем вовнутрь, что там находится и как все обустроено. Планировка достаточно удобная и внутри достаточно уютно. Ничего лишнего. Здесь, видимо, представлены костюмы разных краев Румынии. Все находится в здании бывшей церкви. Такой вот крутой дом из слэбов. Почти как в Майнкрафте. Громадные блоки, из которых сделали дом. Интересный стиль. Жалко то, что нельзя туда войти внутрь, посмотреть, как там все изнутри.
Тут у нас плуг такой старый, обрабатывает землю. А вот эта лодка, выдолбленная в цельном куске дерева. Интересный экземпляр. В Бухаресте мы остановились в Vision Apartments, стильном месте прямо на одной из центральных улиц города. Рядом находится Атениум, церковь Кручелеску, 2 театра и старый город. Все в шаговой доступности. Номера порадовали современным дизайном, а утро начиналось с вкусных завтраков. Нашими фаворитами стали шакшука и омлет с зеленью и сыром. Сытно, ароматно и с хорошим настроением на целый день. Напротив нашей гостиницы была такая милая кофейня, в которой можно было приятно коротать время. В Бухаресте очень много приятных мест, допустим, как эта кофейня, где можно посидеть, насладиться кофе и отдохнуть от городской суеты. Триумфальная арка в Бухаресте – символ объединения Румынии после Первой мировой войны. Построена была в 1936 году, вдохновленная Парижской аркой, но с румынским характером. Высота ее 27 метров. Внутри находится музей и смотровая площадка, на которую можно подняться. С бюст стоит Марко Твену. Японский сад в Бухаресте был создан в 1998 году в парке Херастрау в знак дружбы между Румынией и Японией. Оформлен он по всем канонам традиционного японского садового искусства. Такие вот оградки у нас из бамбука красивые. И, как мы видим, очень много людей, которые пришли на пикник сюда отдохнуть в выходной день. Такое красивейшее поле ирисов. У многих еда разложена. Макарошки, котлетки, винчик. И люди отдыхают. Прикольно. Тут, видимо, должен быть фонтан или мини-озеро. Но воды пока в нем мало. Но детям это не помеха. И они тут занимаются различными интересными делами. Церковь Кручелеску является одной из самых почитаемых православных церквей Бухареста. Она выполнена в бранковианском стиле и сочетает в себе итальянские, византийские и восточные элементы. Церковь Кручелеску уцелела после землетрясений, войн и даже режима Чаушеску, который хотел снести ее при реконструкции площади. Сохранили ее благодаря стараниям архитекторов. А внутри находятся фрески XVIII века, которые соседствуют с фресками современными. Самое лучшее время для посещения Бухареста – это, несомненно, весна, апрель-май, когда уже температура хорошая, природа распустилась, деревья зеленые и очень приятно ходить по городу. И также осенью, перед зимой, когда деревья раскрашены в красивые цвета, приятно ходить также сам по городу, и температура позволяет долго находиться на улице в комфортных условиях. Улица Зонтов в Бухаресте – это маленький переулок, ставший инстаграм-достопримечательностью. Термы Бухарест – крупнейший спа-комплекс в Европе.
Открыт в 2016 году. Внутри более 1500 пальм. Нам очень понравилось внутри. Цены на коктейли около 6-7 евро, программа весь день в банях, и просто их количество и качество радует. Еще громадный плюс терм в том, что они работают до позднего вечера. И если у вас поздно самолет, можно расслабиться перед вылетом, так как они находятся в 5 минутах на автобусе от аэропорта. Минеральные бассейны, десятки саун и зона с водными горками. Вода здесь поступает с глубины 3 километров и держится около 33 градусов. А тут можно покушать вкусненько. Сэндвич стоит 32 лея, 6,40. Если проголодаетесь, то голодными точно не останетесь. Проверяйте время спа-ритуалов, которые происходят в этом комплексе. Только что мы были на солевом пилинге, там ждут маски из глины для лица. Сейчас ждем, пока высохнет, потом будем взбивать молоточком. Попасть внутрь дома Чаушеску довольно сложно, требуется предварительная запись, количество мест ограничено. Даже если вам удастся попасть на экскурсию, имейте в виду, что съемка внутри запрещена. Но если вы уже здесь, обойдите дом справа, там находится тихий сад с фонтанами и павлинами, которых Чаушеску очень любил. Отличное место, чтобы немного отдохнуть. Какой-то, Мы с вами в ресторане Nomad Sky Bar. Пришли посмотреть, какая тут кухня и также какие вкусные коктейли тут делают. Давайте все попробуем. У этого ресторана прикольная верхняя терраса, которая открытая. И летом, когда нет дождя, здесь можно прикольно сидеть, пить коктейли, смотреть за движухой, которая происходит внизу в старом городе. Пассаж Мака – одно из самых необычных мест в центре Бухареста. Построенный в 19 веке, он был первым крытым пассажем города, вдохновленным парижскими галереями. Желтое стеклянное перекрытие делает свет здесь мягким даже в пасмурный день. По ощущениям, при жаре плюс 28 там было комфортно, цены на коктейли были средними. Днем здесь вяло текет жизнь и не сравнится с ночной жизнью. Ночная жизнь Бухареста – одна из самых ярких в Восточной Европе. Все сосредоточено в старом городе. Десятки баров, клубов и террас открыты до утра. Колоритно выглядят танцовщицы прямо в окнах клубов, чем привлекают зевак и посетителей.
Также там гуляет румынский Майкл Джексон. Понравились также алко-экскурсии, которых много, где гид со свистком водит людей по разным барам. Одно из классных мест, которое мы посоветовали бы, это бар на крыше здания. Linea Closer to the Moon. С улицы его практически не видно, и случайно в него не забредешь. Но это стоящее место для посещения. Координаты оставим в описании. Если вы приехали в Бухарест с детьми, советуем посетить парк аттракционов. Можно весело отдохнуть. Детский парк развлечений или детский мир со сложным названием на румынском появился в 1976 году, как город детства, и остается им до сих пор. Раньше здесь бегали пионеры, теперь дети со смартфонами. Карусели стали другими, но радость от них осталась той же. Спустимся в метро и посмотрим, что из себя представляет румынское метро. Интересно, на ролик велосипеде туда пускают? Видимо, пускают, раз они туда идут. В метро мы также прокатились, поезда свежие, бездомных не видели, а обычное метро без особых минусов. Или плюсов даже. Если судить по тем станциям, где мы были, проезд стоил 1 евро. В Бухаресте находится несколько торговых центров. Мы были в 2 больших. Цены такие же, как в Латвии, даже где-то немного меньше. Лайфхак, как сэкономить на еде в Бухаресте. На любом фудкорте вы сможете покушать намного дешевле, чем в любых туристических местах. В торговом центре можно не только закупиться, но и подстричься, как я это сделал, стоило 15 евро. Бухарест нас встретил шикарной погодой, полным погружением в свою историю и колорит. Старый город атмосферный, с красивыми фасадами, но местами потрепанный временем. Людей много, особенно в выходные, а цены уже совсем не восточноевропейские. Но если не ждать идеальности, то город точно удивит и вам понравится.